Друзья, добрый день! Сегодня предлагаю испечь печенье в виде маленьких творожных рогаликов. Это печенье родом из моего детства. Делать его очень просто, и я помню, как пекла его еще в школе. С помощью вилки перемешиваю масло комнатной температуры и творог. Творог беру обычный 9%. Затем добавляю сахар и еще раз перемешиваю. Теперь добавляю муку, соль и соду. И еще раз все перемешиваю, сначала вилкой, а потом буду доводить до однородности руками. Это очень простое тесто, вымешивать ничего не нужно, просто нужно, чтобы все ингредиенты увлажнились и тесто стало однородным. Как только тесто соберется в ком, а миска станет чистой, на это нужно буквально несколько минут. Убираю пакет и в холодильник, хотя бы на 2 часа. Иногда оставляю его на ночь и пеку печенье на следующий день. Теперь присыпаю поверхность небольшим количеством муки и выкладываю холодное тесто на доску. Делю его на 4 части. Из каждой части раскатываю круг толщиной примерно 2-3 мм. Добавляю еще совсем немного муки для раскатки теста. Вначале раскатывать тесто тяжело, потому что оно холодное, и края будут немного рваться. Можно подправить их руками. Сильно переживать по этому поводу не стоит, так как печенье мы все равно будем сворачивать в виде рогаликов. Мне нужно еще 30 грамм сахара, который надо распределить между 4 пластами теста. То есть примерно на каждый пласт пойдет 7-8 грамм сахара. Делю круг на 12 частей и начинаю скручивать рогалики. Укладываю рогалики острым концом вниз, чтобы при выпечке они не развернулись. Рогалики можно слегка подвернуть, и они станут похожими на маленькие круассаны. Застилаю противень пергаментом. Выпекать печенье я буду в 2 этапа, каждый раз по 24 штуки. Пока выпекается первая партия, я подготавливаю вторую. Выпекаю до румяности при 180 градусах. Печенье нужно сразу переложить или на решетку, или хотя бы на холодную тарелку. Сверху у него слегка хрустящая корочка, а внутри печенье очень мягкое и нежное. Подавать печенье советского периода мне нравится в такой же соответствующей посуде. Эта вазочка мне досталась еще от сестры моей бабушки. Не знаю, что это за хрусталь, советский, чешский или немецкий, но печенье в нем выглядит очень нарядно. Спасибо вам за внимание, желаю хорошего дня и вкусной еды!